Думаю, еще свежи в памяти времена, когда система образования со скоростью света производила всевозможных юристов. К станку мало кто хотел идти. Сейчас все иначе. Страна развивается. Как воздух нужны специалисты. Компании готовы обеспечить достойной зарплатой. Итак, как готовят кадры, мы сейчас и расскажем. Далее первая история. Практика и еще раз практика. Чтобы процесс обучения был максимально близким к реальному производству. Чтобы специалист после получения новых знаний без проблем мог начать работать. Яркий пример с размахом есть в Кировске, где создается уникальный подземный учебный полигон. Здесь все по-взрослому. Реальная техника и оборудование. Так кто же создает и какой ожидается эффект, вы сейчас и узнаете. Компания, у которой несколько предприятий, производит экологически чистые минеральные удобрения. И процесс этот высокотехнологичный. В целом за 10 лет мы 500 миллиардов вложили в развитие наших производств, с которых 300 за последние 3 года. Ежегодно до половины EBITDA мы инвестируем в развитие производства, в создание новых мощностей. И практически за 10 лет компания удвоила объемы как горного производства, так и производства минеральных удобрений и расширила номенклатуру продукции. Ежегодно от 4 до 6% в объемах производства мы прибавляем. Вселяет в нас уверенность в том, что по итогам года мы перевалим за 12,5 миллионов тонн агрохимической продукции. Это минеральные удобрения и сопутствующие продукты. И это будет рекорд компании. Высокая степень автоматизации. Например, машина дистанционного бурения, внедрение российских цифровых технологий, разработка и применение новых видов продукции. Все требует квалифицированных кадров, подготовка которых начинается задолго до поступления в вуз. Программа наша образовательная начинается с проекта «Дрозд». Детям России образование, здоровье и духовность. Ребят начинают по этой программе заниматься в дошкольный период, потом плавно переходя на обучение фосагрошколы и профильные подшефные колледжи. Например, в Череповце химико-технологический, а в Кировске горный колледж. И, безусловно, работа по подготовке преподавателей, модернизация оборудования, практики совместная бизнеса и государства. То есть ребята после 9 класса и девчонки идут в колледж на супероборудование с очень профессиональными наставниками, получают профессию, идут уже трудоустраиваются и уже доучиваются заочно либо вечерне, если им нужно высшее образование. То есть это тоже позволяет насытить вот те предприятия, те проекты квалифицированными кадрами, которые здесь выросли. Высшее образование. Здесь тоже сотрудничество. В частности, с Мурманским арктическим университетом воплощается в жизнь амбициозный проект – передовая высшая школа горных инженеров. Подземный полигон – ее важная часть. На этой базе мы создадим, значит, уникальную школу, которая, в свою очередь, будет отправлять нам, студентов, а это немало, около 500 человек в год, на обучение. Когда в следующем году полигон заработает, получится уникальное сочетание опыта академического Кольского научного центра РАН и практического Горняков. Такой практики, такой связки нет в стране. Мы будем, наверное, пилотным первым таким показательным примером. Это даст в нашем понимании, безусловно, преимущество, да, университету. И сегодня мы уже видим динамику по приемной комиссии 2025-2026 года. О! Получилось поехать. Да, я думаю, что если бы я в реальности так сделал, меня бы уволили сразу же просто, да? Скорее всего. Да. Ну, вот на таких современных тренажерах, в том числе, происходит обучение управлению так называемой ПДМ. Эта машина перевозит руду под землей. На современном оборудовании ребята познают тонкости работы по 14 специальностям. Когда только вошли в программу «Кадры для Фосагро», наших студентов было 420. Сейчас их в этом году уже более 850 человек. И ежегодно у нас увеличивается конкурсный балл и конкурс среднего аттестата у ребят.
Больше 5 человек на место. Учиться едут со всей страны. Перспективы учиться именно на обогащение ископаемых. Можно совмещать работу и учебу. Плюс есть стипендии. Я поступила в апатитский филиал МАГУ, где получаю высшее образование, и потом хочу уже быть маркшейдером. А вот итог сочетания практики и учебы. И как отметили вот в этом году члены Государственной экзаменационной комиссии, что у наших ребят практически получилось 97% качества выпускников, сдавших на 4 и 5, и большинство этих работ, они рекомендованы к внедрению на предприятии. Это уже Москва. Лаборатория опорного аграрного вуза страны Тимирязевской академии. Корректно ли будет говорить, что вот компания, когда создает новые удобрения, она в том числе опирается на ваши исследования? Я думаю, да, можно так сказать, потому что даже на сегодняшний момент у нас проводится один из опытов по применению адаптогена апасил, который уже широко известен нашим аграриям. При поддержке компании в 47 аграрных вузах созданы профильные лаборатории. Программа называется «От руды до еды». Есть отдельный сегмент данной программы, который называется «Фусагролекторий». В большинстве аграрных вузов России мы предусматриваем доступ студентам к научным лекционным материалам, написанных профессионалами. Я хотел бы отметить, что эта программа была востребована на международном уровне в рамках БРИКС. На территории академии на средства компании создан и Тимирязев-центр, который здесь называют проводником аграрных профессий. Мы отдали 20 гектар земли, и они вложили 5 миллиардов рублей, и получился шикарный выставочно-научно-образовательный центр, которого сегодня нет ни у одного вуза Российской Федерации. Ведь этот сегодня агролекторий и город профессий аграрных пошел по стране. И сегодня уже 23 территории Российской Федерации охвачено данным городом. А что же в итоге? Работа в сельском хозяйстве снова перспективна. У нас 100% цифра в трудоустройстве. У нас нет ни одного гуляющего, болтающегося. Нет. Какие замечательные тимирязевцы сегодня стали. Я ими горжусь. Треть сотрудников компании-производителя удобрений моложе 35. Им разрабатывать новые марки, наращивать объемы производства и расширять географию поставок. Сегодня до 3 миллионов тонн по году мы поставляем на российский рынок. И принято говорить, что каждая третья тонна вносимых минеральных удобрений в поля в России – это тонна, произведенная Фосагро. А еще экспорт более чем 100 стран. Все больше покупают Бразилия, Индия, Латинская Америка и Африка. Выход экспортеров на новые рынки и вклад в компании в российскую экономику во время рабочей встречи обсудили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. У нас очень талантливый бизнес, который находит решения, который пробивает новые рынки, новую логистику. И, к счастью, сохраняется и стабильная экономическая, и финансовая ситуация. Для того, чтобы присутствовать на высококонкурентных экспортных рынках, нужно постоянно совершенствовать качество своей продукции, снижать себестоимость, повышать производительность труда. Поэтому выигрыши от такой работы оказываются не только покупатели за рубежом, но и российские и покупатели, и российская экономика. Это источник доходов нашего бюджета. Далее посмотрим на вопрос создания рабочих мест несколько под иным углом. Новые рабочие места – это не обязательно развитие отдельной компании. Развитие инфраструктуры приносит серьезный экономический эффект. Вот об этом мы узнаем на транспортной неделе в Москве. Это и форум, в котором около 40 мероприятий. Это и выставка, где можно увидеть достижения в сфере транспорта, логистики и строительства инфраструктуры. И они есть. Например, в июле президент дал старт движению на новом важном участке трассы М12 «Восток» Дюртюли-Ачит. Владимир Ильич, разрешите открыть движение? Разрешаю. Поехали.
А сейчас на форуме в День работника транспортной сферы председатель правительства открыл ключевую в ДНР дорогу Донецк-Новоазовск-Седово. Вообще активнейшее строительство под руководством, в буквальном смысле слова, президента, который сегодня развернуто в новых как раз наших регионах, оно поражает своими масштабами, размахом. В целом, при участии государственной компании «Автодор» в наших исторических регионах в Новороссии восстановлено более 2000 километров дорог, а точнее 2326 километров. А в России сейчас активно строят дороги, включая скоростные, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер Марат Хуснуллин даже допустил в этом году перевыполнение плана по ремонту и строительству на 4000 километров. Кстати, эффективность скоростных трасс, в частности маршрута Запад-Восток, доказал эксперимент. Смысл такой. Нужно было довести груз из северной столицы до Екатеринбурга по разным дорогам. Есть северный маршрут из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Также был маршрут по бесплатным участкам М10, М7, также на Екатеринбург. Пошли через автомобильные дороги М10 и М5 также до Екатеринбурга, а также прошли по нашим участкам скоростных автомобильных дорог. По скоростной трассе получилось в 2 раза быстрее, а время – деньги. То есть заплатить за быстрый проезд для логистической компании оказалось дешевле, чем как бы бесплатно жечь бензин в пробках. Это и сокращение износа парка, и повышение выработки каждой единицы транспортного средства. Что касается повышения эффективности, по тому же маршруту проехал и беспилотный грузовик. Подобные эксперименты идут и на других трассах. А на транспортной неделе представлена концепция развития хабов для обслуживания беспилотных большегрузов. Это может дать еще большие эффекты для сферы логистики и повысить эффективность грузоперевозок по скоростным автомобильным дорогам госкомпании. Здесь мы и подошли к вопросу кадров. Робот-водитель, не знающий усталости, может вкалывать на дальних рейсах. Люди-водители с улучшениями труда ближе к дому пойдут в профессию охотнее. Это в будущем. А что же сейчас может улучшить жизнь дальнобойщику? Ну, помыться. Удобно, сервис. Не то, что там на трассе где-то. Негде же встать, в принципе, дальнобойщику. Если встанешь, ты уже движение перекрываешь. А здесь съехал и хоть спи, хоть кушай, хоть что делай. Ну, для легковых своя парковка, для грузовых тут очень удобно. Это водители про новые многофункциональные зоны дорожного сервиса, которые активно появляются на скоростных магистралях. Мы ввели уже более 14 объектов дорожного сервиса. На всех этих объектах обязательно предусматривается и инфраструктура для детей, детские площадки. Это и тренажеры для водителя размяться, когда едут на дальнее расстояние. Это уже и качественное питание. Конечно, весь сервис не только для водителей грузовиков. Он для всех водителей, туристов. Здесь все удобно, функционально. Покушать, отдохнуть, и массажное кресло заметно было. В общем, все есть. Для семей с детьми. Летом для многодетных давали скидку на проезд. Дети, опять же, отвлекаются. Родители спокойно могут поесть. Можно и переночевать. Вот на М12 в этом году появился первый отель, который активно начал принимать клиентов. Сеть, так сказать, цивилизованных поездок, где есть все, от игровой комнаты до заправок СПГ, будут развивать. На следующий год у нас более 20 объектов планируется к открытию. То есть, на самом деле, за последние 4 года мы очень серьезный рывок сделали. Таких объектов совместно с нашими партнерами было открыто уже практически 50. И здесь снова о кадровом вопросе. Каждый такой объект дорожного сервиса создает в среднем около 30 рабочих мест. Развитие инфраструктуры – это отчисление в бюджет. В пятилетней перспективе мы видим то, что это где-то до 6-7 миллиардов должно только прямых поступлений только от объектов дорожного сервиса. Безотносительно туризма, который приходит в регионы. Например, в зоне тяготения трассы М12 «Восток» до Тюмени 24 региона, 66 миллионов человек, и польза от развития инфраструктуры огромна. Все эти субъекты федерации повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут
осуществить комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места. Президент нам поставил задачу, значит, полноценно сделать эту магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока. В мире там по 12 тысяч километров, как одну магистраль, никто в мире не реализовал. Значит, мы здесь как бы вот считаем, что мы вот делаем такую очень важную задачу, которая и на развитие регионов, и на наши международные коридоры. Расширение международных коридоров, создание новых себя оправдывает. В частности, с Китаем товарооборот растет. Открываются новые магазины под брендом «Сделано в России». В Харбине уже 12-й по счету. Причем товары все больше поставляет средний и малый бизнес. И вот по итогам, например, этого года у нас доля вклада МСП компаний-экспортеров в общую цифру несырьевого экспорта 34%. 4 года назад эта доля была 22%. Это говорит о том, что несмотря на все сложности, несмотря на все попытки нас изолировать, это не только не получается, но все больше и больше количество компаний начинают видеть в экспорте возможности масштабировать свое производство. И не менее важно, что растет и экспорт промышленный. К прошлому году на 6% и на 9% опережаем план, но, значит, точно объемы выпуска продолжают расти. Безусловно, большая работа сейчас проводится в рамках национальных проектов технологического лидерства по выпуску новых видов продукции. А расширение производства требует еще людей. И зачастую они нужны в отдаленных районах, например, Камчатского края. На месторождении Кумрач, что на Камчатке, строят горно-обогатительный комплекс по добыче золота до 4 тонн в год. Конечно, нужны профессиональные кадры, которые, как известно, на вес золота. Делать нечего, нужно обучать. За 2 года я научился вот на экскаваторе ездить, на бульдозере и вон автогрейдер. Ребята могут не беспокоиться. Работой обеспеченные, будь то крановщик, мастер по ремонту транспорта или сварщик. В техникуме в рамках проекта «Профессионалитет», так сказать, впустую не учат. Мы стали с 2024 года готовить по новой специальности подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Но на этом мы не остановились, потому что потребность индустриального партнера такова, что им нужны именно те кадры, которые позволяют им реализовывать свои коммерческие проекты. И в этом году впервые в Камчатском крае открыта новая специальность по запросу индустриального партнера – обогащение полезных ископаемых. Камчатский край богат на ресурсы. Например, запасы благородного металла пока оценивают 1200 тонн. Но это пока. Изучены 10 месторождений, 22 перспективных участка, в том числе Кумрач, где строят фабрику. Балансовые запасы золота позволяют нам организовать новые рабочие места, более 1000 мест для жителей Камчатки и России в целом. И плановый запуск горно-обогатительного комбината у нас назначен на 3-й квартал 2026 года. Другая компания, которая в списке крупнейших добывающих в стране, активно наращивает производство. За последние 2 года мы модернизировали Агинскую золотоизвлекательную фабрику, увеличив ее производительность более чем в 2 раза, со 150 до 300 тысяч тонн руды в год. Также в планах компании до конца 2026 года модернизировать эту фабрику до 400 тысяч тонн руды в год. И все не просто ищут кадры, а участвуют в их подготовке. Компания является инициатором подписания соглашения между Камчатским государственным техническим университетом и Ассоциацией горнопромышленников Камчатки, направленной на подготовку кадров для горнорудного сектора. Мы создали кластер. Это образовательно-производственный центр по подготовке кадров для горнодобывающей промышленности. У нас 4 техникума. Один из них базовый, это Камчатский политехнический техникум. Так на практике работает закон о целевом обучении. Много отраслей, сфер, медицина, например, где готовы помочь обучить студента, дать соцгарантии и заключить контракт. Выпускник сам выберет, где он хочет работать – в родном регионе или построить карьеру в другом. Поэтому
Самым главным сегодня будет развитие информирования о целевом наборе с тем, чтобы платформа «Поступи в ВУЗ онлайн» и «Работа в России» стали настоящим навигатором и помощником и для работодателей, и для выпускников с тем, чтобы вот соединить вот эти общие интересы. Это даст стимул развития экономики, и это, конечно, создаст совершенно другие качественные перспективы для самореализации ребят. Программа расширяется. Есть дополнительный запрос от Министерства сельского хозяйства, которое активно создает агроклассы. Благодаря поддержке федерального уровня, благодаря принятому закону, который инициировал наши депутаты, Ирина Анатольевна Яровая, программа «Целевой набор» расширена. И вот в этом году активно в ней участвуют рыбаки. Более 100 мест заявлено впервые. Транспорт, вертолеты, судовождение, связанные с этим сферы, сельское хозяйство и еще ряд востребованных отраслей. Поэтому целевой набор – это такая, пожалуй, магистральная линия привлечения кадров. Ну и могу сказать, что в целом на Камчатке создаются новые рабочие места. В частности, специалисты нужны Тымлатскому рыбокомбинату. Расширяют производство омеги-3. Причем биодобавку бесплатно выдают детям полуострова, отправляют малообеспеченным семьям, в дома престарелых, ветеранам. Социальные программы в том числе за счет доходов от экспорта. Компания выходит на рынки Китая, мусульманских стран, и здесь можно рассчитывать на поддержку от Российского экспортного центра, за счет которого потом происходит и экономический рост, и социальные обязательства, которые правительство и государство выполняют перед населением. Если в федеральный бюджет доходы от несырьевого экспорта составляют 7%, то консолидированные доходы регионов, субъектов – это 8%. Среди мер поддержки и сертификация, и участие в выставках, и компенсация затрат на логистику, и опять же обучение специалистов экспорту. И, возвращаясь к теме подготовки кадров, весьма интересен опыт Архангельской области. Дефицит кадров сейчас испытывает, пожалуй, большинство предприятий. Но важно подготовить не абы каких специалистов, а обладающих высокой квалификацией. Задача сложная. Как ее решают, в частности, в Архангельске, в IT-парке, мы сейчас и посмотрим. IT-парк создан Северным Арктическим федеральным университетом. Дополнительное бесплатное образование на современном оборудовании. У нас больше есть возможности по лабораторному комплексу, по, опять же, возможности для студентов, для школьников, для специалистов, соответственно, уже не только в теории, но и в практике. Грызть гранит науки здесь можно начинать хоть с 1 класса. За час, за два они могут научиться либо разработать свое мобильное приложение, например, да, либо сделать какой-нибудь маленький брелок на 3D-принтере. А для старшеклассников все возможности показать себя. Они уже создают свои собственные, так скажем, стартапы или будущие свои какие-то компании. Нас достаточно хорошо поддерживают различные фонды, гранты. Например, Артем и его студенческая команда на свой проект. Это конвейерная линия сортировки рыбы, предназначена для того, чтобы сортировать рыбу в нашем случае по виду и по весу. Получили грант. Мы являемся грантополучателями от Фонда содействия инновациям. В этом нам помогло Агентство регионального развития. Преподаватели тоже увлеченные. В частности, под руководством Романа ребята собирают спутники. Сотрудничаем с нашим партнером, компанией «Спутникс». Они создают единую систему, в которой в удобном виде отображаются, и все пользователи, то есть, допустим, владельцы портов, судовладельцы, могут оперативно отслеживать свои суда, ну и вообще их логистику по Северному морскому пути. Кстати, о хождении по морям. Метели он идет по полной. Да, но это еще не по полной, видимость достаточно хорошая сейчас. На современном тренажере, для которого программы пишут здесь же, готовят судоводителей. Количество курсантов растет. Вот в этом году, если не считать заочного отделения, выпускаются 29 курсантов. Это только судоводительского отделения. Главное, чтобы судов на всех хватило, как говорится. Это точно.
А за успехами курсантов и студентов внимательно следят потенциальные работодатели. Ну и помогают ребятам уже реализовать те самые идеи, которые у них возникли. Чтобы у студентов было еще больше возможностей, в 2027 году должны открыть межвузовский кампус «Арктическая звезда». Это не то чтобы серьезный шаг, я считаю, что это полностью вообще перенастроит всю архитектуру высшего образования и науки. И, по сути, под запросы наших ученых уже сегодня готовим лабораторию. И то, что я считаю, должно обязательно произойти, это обеспечить вот этот вот стык науки, промышленности и экономики. Потому что любое научное изобретение, ну или в большинстве своем, они, конечно, должны завершаться не просто научной Не в столе статьей, оставаться. А вот об этом истории, о которых мы рассказали, и еще много других, о совместных усилиях государства и бизнеса, чтобы образование было не в стол, не для галочки. Личная уверенность молодежи в перспективах складывается в общую уверенность успешного развития страны.